Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Один из самых главных вопросов и часто задающих вопросов, а где же брать огнестрел, броню, хил, самое главное, хорошие ресурсы, которые помогут новичку стать совсем не новичком, бывалым игроком и, в принципе, зачищать любые локации. В сегодняшнем видео ответик на этот вопрос, ну а я благодарю вас за ваш сочный лайкос. Не забывайте лайкать видосы, ставить палец вверх, подписываться на канал, делиться этим видео. Я думаю, что этот видос будет полезен многим. Я очень давно хотел уделить этому видео немного времени, но и вы знаете, что оружие это очень неплохая тема. У нас появились сегодня некоторые локации, которые можно пройти и нужно пройти, если у вас есть возможность. Ну и, конечно же, некоторые локации, которые также хотят к себе какого-то отдельного внимания. Не забывайте, что если вы хотите реально воспользоваться халявой, подписывайтесь, вступайте в группу Телеграма, в описании есть ссылочка, все красиво там. Во-первых, там ежесезонно разыгрываются примаки, а они халявно попадают именно вам, и это очень круто. Дальше, что хотелось бы сказать, там всегда вы найдете много полезной информации. Как минимум, ребята делятся между друг другом чем-то хорошим и полезным. Ну и я думаю, что вы тоже найдете себе как минимум хорошего общения, ну и много хорошего настроения. Итак, мы сейчас отправимся на свалку, но вопрос звучит совсем по-другому. А где же брать достаточно большое количество халявы? Я вам скажу, что есть такие ящики, у которых можно попросить, можно так сказать, даже безвозмездной помощи. И вы, наверное, уже догадались, что это за ящики. Этот ящик это коробка бесконечная, коробка, которую может получить каждый игрок без доната. Если вы хоть немного знаете, что такое реклама, с чем ее едят, то вы, естественно, уже поняли, что это за коробка. Уделилось этой коробке немало времени, и вы сами знаете, что коробочку эту теребить, это вам не просто так. Выдвигаемся мы вот сюда на свалочку, ну а мы, ребят, сейчас посмотрим видос, который Super Wolf подготовил, и я думаю, что это будет как минимум интересно. Итак, в сегодняшнем видео мы посмотрим открытие крутой коробки, которая позволит вам насладиться халявными донатами. Ну да, это бесплатная коробочка, вот такая вот красивая, очень интересная. Она просто бесплатно может появиться у вас тоже в инвентаре просто за просмотр рекламы. Откроем мы их 36 штук и посмотрим. Новичок может рассчитывать на вот эти вот редкие награды. Вопрос звучит в том, а сколько же редких наград мы получим. Помимо брони, аптечек и глока, вы получите стопроцентные награды, кстати. Вы получаете также шанс получить и калаш, мачете, и военный рюкзак, который очень сильно поможет вам в развитии в начале игры. И не только. Я думаю, что даже бывалый игрок не откажется от парочки калашей. Ну и почему бы не уделять вот этому маленькому событию немного времени. Итак, мы уже получили мачете и рюкзак, и это только начало открытий. Я думаю, что каждый из вас знает, что глок, военная, вот эта усиленная броня, извините, очень-очень-очень неплохо таки носится в том же бункере Альфа, да и неплохую защиту имеет на ферме, да и в полицейском участке ты себя чувствуешь достаточно уверенно. С мачете можно попробовать учиться удару за стены в бункере Альфа, сражаться с яростными гигантами или толстяками, попробовать в принципе себя в мастере режима стелса и как минимум получить много-много удовольствия от того, как разлетается зомби от этого уникального крутого оружия. Итак, ребят, калаши пока не спешат падать, но мы уже получили парочку глоков и, естественно, получили уже практически парочку сетов брони. Не забываем, что также аптечки просто на халяву заполняют нашу почту. Это все отправляется на почту, что еще приятнее, потому что на почте этот огнестрел можно взять в любой локации. На любой локации ты можешь просто прийти и вот это все забрать. Очень круто, и даже если ты пошел туда своим оружием и своим
своей броней, и вдруг тебе чего-то не хватило, то ты можешь зайти на почту и красиво это все забрать. Очень приятно, я вам скажу, когда есть несколько больших аптек у тебя на почте, потому что это очень и очень таки кстати. В некоторых местах, с которых очень далеко идти домой, и, например, если в стоках ты бродишь, там заканчиваются аптеки либо броня, лучше, естественно, с почты взять, потому что домой пойдешь, все засыпется, и тебе не дадут повторно это все пройти. А вкусняшку лут хочется забрать домой. Калаши, увы, не падают. Как вы видите, что очень печально. Все, в этом видео слово «очень» употребляется очень часто, да. Ну, короче, ребят, этот ящик можно, так сказать, достаточно прикольный. Да, здесь, конечно, вот эти оранжевые награды падают не так часто, как хотелось, но они падают. И я вас уверяю, что вы можете с первого же ящика получить вкусняшку, которая, например, тот же рюкзак. Вот вы видите несколько сетов брони, несколько глоков, 66 сладких аптечек. Это все чисто с этой бесконечной коробочки получено за долгое время игры. Коробка что с собой представляет? Заходишь на почту, вот она бесплатно, просто смотришь рекламу и в принципе получаешь эту награду. Ничего проще нету, и я думаю, что каждый из вас может на себе ощутить вкусняшности, которые предоставляет нам эта коробочка. Но пока что мы зайдем просто в локацию, которая является не такой уж и легкой, выпадает часто, но только ребятам тем, которые достигли 40 уровня чоппера. Принеси мне двигатель, и щедро отплачу тебе. То есть здесь достаточно все легко. Нам нужно просто движок. Некоторые зомби здесь достаточно сильные, но мы с легкостью их обходим. И что хотел сказать еще, есть тут маленький нюанс в поисках движка. Вроде бы как бы уже все, ты и движок нашел, вот, сигнализация там поднялась и все остальное. Вроде бы как бы все, и ты принесешь сейчас двигатель, и уже кажется, что практически все закончилось. Но, блин, знаете в чем прикол? Это коварно, коварно чувствовать себя вот так вот уже в безопасности. Смотрите, коварный ивент, потому что ты идешь, а на тебя продолжают идти вот эти вот зомбяшки. Во-первых, они разносят твою броню. Я не сказал бы, что это самые легкие сливаемые зомби, да? То есть ты вот несешь, а они продолжают идти. Нужно внимательно следить за мини-картой. Внимательно также следить за тем, куда ты и где ложишь двигатель. Потому что в определенные моменты, вот здесь, например, вот я не могу поставить двигатель, и они просто тебя разорвут на кус маны, и все, на этом все закончится. А я вам скажу, что потерять свой лут в игре Last Day on Earth Survival легче простого. Итак, бесплатные ящики — это тема для новичка. И не только. Поэтому на вопрос, где взять кучу огнестрела, где взять много брони, где взять много аптечек, в принципе, отвечаю сразу, что да, если ты хочешь вот так вот, хлопнув в ладоши, получить это все, то никогда такого не будет. Хотя единственный такой вот способ — это просто зайти и закупиться большущим количеством каких-то ящиков. Тогда да, оружие придет. А если ты хочешь без доната получить какие-то ящики, получить возможность открыть несколько из них и не потратив ничего, то это бесконечная коробка — это лучшее, что можно было бы придумать. Я движок подруге принес, посмотрим, что она нам дала. Вот такой вот байкерский журнал, шестеренка, все, что доктор приписал. Я возьму некоторые из них, остальное меня просто не интересует. Но многие бы сказали: ну что, Михалыч, неплохо поработали, можно идти домой. Но здесь также есть и лут, который интересует меня не менее, чем тот, который лежал у подруги. Итак, о чем же я хотел сказать. Есть здесь некоторые моменты, которые тоже могут порадовать. Например, некоторые машины, которые здесь стоят, в себе таят тоже вот такие вот приятности. Это и фильтры, и прикольные, конечно же,
батареечки, все то, что доктор приписал. Но не забываем, что здесь практически в каждой машине есть сигнализация. А если ты не хочешь нарваться на неприятности, то сигнализацию теребить лучше не надо. Что здесь самого вкусного? 12 канистр бензина я выносил. Смотри, уже 2 фильтра у меня есть. Очень приятненько. И я тебе скажу, что мы здесь поработали достаточно приятненько. Забрали хорошего лута немало. И если хотите сказать, что здесь всего не так уж и много, то 6 канистр бензина, знатоки скажут, что, Михаил, 6 канистр бензина это не самое плохое, что можно было бы отсюда вынести. Да, я согласен. И здесь бывает еще больше. Несмотря что на злостную сигнализацию, которая здесь постоянно поднимается, ну, я вам скажу так. Лучше, конечно, если ты не имеешь огнестрельчика и вообще не хочешь завязывать лишний раз драку с зомбятиной, то туда не ходить, потому что здесь реально много зомби. Опасная локация по опасности, я вам точно скажу. Ну и, наверное, если тебе движки вот такие надо, то это стопроцентный шанс выполнить задание рейдеров найти 2 двигателя. Потому что именно здесь ты их 2 и найдешь 100% всегда. Так, по-моему, я все ящики открыл. Здесь были, по-моему, как вы видите, достаточно большое количество зомби. Я, наверное, буду валить отсюда, потому что оружия у меня практически, ну, с собой-то нету. Ну и вот о чем я говорил, что лучше всегда и везде носить с собой на почте оружие, броню и все остальное. Пополнил этим оружием себе инвентарь и стал убивать всех с удовольствием. Надеюсь, вам видосик этот понравился. И знаете, что каждый этот ящик очень-очень-очень таки, ну не то что тяжело, а задротно выбить. Поэтому один ящик в день, представьте себе, сколько нужно потратить на это времени. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Всем удачи, пока, увидимся в следующих видео.